Приветствую вас, друзья! Сейчас занимаюсь восстановлением старой газовой колонки. В свое время я эту колонку не смог отремонтировать. В силу того, что у меня на тот момент отсутствовали кое-какие знания, сейчас я расскажу. Именно причина в мембране, я коротко скажу. В то время я пересмотрел все узлы, они мне показались исправными и решили купить новую колонку. Это было лет 10 назад. И вот какая причина была в то время. Вот лопнувшая мембрана гидроузла. Эта мембрана отвечает как раз за включение колонки, а колонка у нас как раз и не включалась. Все узлы, как я уже сказал, были проверены, да, но а колонка все равно не включалась. И определить вот эту поломку я тогда не смог. А вот, смотрите, вот маленькая трещина в мембране не давала зажечь пламя газовой колонки. А причина в чем? Здесь все устроено на разности давлений. Когда вы открываете горячую воду, она начинает течь вот через этот узел. И по две стороны вот этой мембраны оказывается разность давлений. С этой стороны давление больше, с этой стороны меньше. И в тот момент как раз вы открываете кран, давление давит на мембрану, мембрана в свою очередь давит на розжиг, вот, ну, на сам концевик розжига и давит на открытие газа. Тем самым колонка зажигается. После того, как вы закрываете кран, с обеих сторон мембраны давление равняется и колонка у нас гаснет. Вот такой вот принцип, если коротко. Ну и сейчас я мембранку эту заменю и буду вот эту колонку менять на более новую китайскую. Эта колонка, как видите, у нас Ferrolli, наверное, где-то 2004-2005 года производства. И как она вышла из строя, я взял китайскую копию. Ну, они все, в принципе, построены на этом же принципе. И сейчас стоит китайская, более свежая. Там нужно будет помыть и почистить теплообменник, потому что, скорее всего, внутри уже отложения колонка не может нагреть воду нормально. И по поводу нагрева воды хотел бы еще сказать. Смотрите, это первая колонка, это первый опыт наш использования этой колонки. И регулировка нагрева осуществлялась именно размером пламени. И тем самым теплообменник в этой колонке немножко расплавился. И в свою очередь это привело к меньшей теплопередаче теплообменника. Я сейчас постараюсь показать вам, какой здесь теплообменник. Видите, он оплавлен внутри. Это вторая причина, почему заменили вот эту колонку. В новой колонке мы уже максимально старались использовать регулировку пламени, прикручивая поток воды. То есть пламя максимально скручиваете в минимум, в такой экономный режим, а поток воды вы уже тоже прикручиваете меньше. Тем самым вода протекает медленнее через теплообменник и нагревается до нужной вам температуры. Но мы в основном используем температуру 40 градусов. Больше не греем, чтобы потом не разбавлять. Подводя итоги этого видео, если у вас перестает зажигаться колонка, в первую очередь смотрите на мембрану. Это самая распространенная проблема в этих колонках, потому что вот здесь я не смог определить эту причину, а в китайской колонке я уже года 2 назад менял мембрану. Полез туда, там более явный разрыв был мембраны, я это нашел, полез сюда ради интереса, хотел подкинуть эту мембрану, это тоже оказалось разорванной. И в тот момент я понял, что вот из-за такой маленькой мелочи, да, я списал эту колонку в утиль, но я ее все-таки не выбросил. Вот новая мембранка, видите, это мягенькая, это уже задубевшая, нужно не забыть перекинуть вот эту направляющую. Эта мембранка продается на Алиэкспрессе, можно одну взять, можно десяток, так как я, ссылочку я ставлю, но если кто хочет купить у нас в Украине, можете загуглить, там мембрана для газовой колонки 53 мм, вам таких результатов предложит очень много. В следующем видео, я думаю, будем делать промывку такому же теплообменнику. Так что, если интересна тема газовых колонок, возможно, что-то узнаете для себя новое. Я не супер эксперт, но кое-какие знания по эксплуатации и ремонту имею. Так что вот такие вот, друзья, дела. Такое вот получилось видео. Всем удачи, всем пока.